От пациентки. 19 января 2022 года сначала позвонила мне, что не может набрать цифры на телефоне. Потом вечером, когда я пришел с работы, увидел, что она лежит на постели, спросил, что не выпила таблетки. Принимает кальций с 1988 года, она стала пить, рука слабо держала стакан. Была как пьяная, головокружение постоянное, а таблетки она могла проглотить, аппетит отсутствует, кормим с ложечки, родных пока узнает, но речь невнятная, только спит. Что нам делать? Подняться с кровати сейчас 29 января 2022 года не может, парализации нет нигде. Глотает с напряжением еду. Что случилось? Ведь 14-18 января 2022 года она разгадывала санворды, читала газету и была нормальным человеком. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 71 года. Дата исследования 28 января 2022 года. Область исследования. Проведено МСКТ-исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные объемные реформации. Получено изображение суб- и супратенториальных структур головного мозга. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга. Третий желудочек умеренно расширен до 10 мм. Боковые желудочки симметричны, умеренно расширены до 15 мм. Индекс Эванса 0,30. Перевентрикулярно очаги лейкориоза. Область турецкого седла. Супрасолярная цистерна пролоббирует в область турецкого седла. Расстояние от зрительной хиазмы до верхнего края гипофиза 13 мм. Высота гипофиза 2 мм. Субарахноидальные дальние пространства и борозды мозга умеренно расширены. Цистерны основания мозга несколько расширены. Убедительных данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. Обращают на себя внимание множественные кальцифицированные атеросклеротические бляшки по стенкам артерий, более выраженные в артериях мозжечка. Кости свода и основания черепа не изменены. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Пневматизация гайморовых пазух, клеток решетчатого лабиринта, лобных и основной пазухи сохранена. Патологические включения в них не выявлены. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон, симметричны. Заключение. КТ картинно-дисциркуляторной энцефалопатии пустого турецкого седла. Рекомендована консультация невролога. 30 января 2022 года. Доцент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарии врача-рентгенолога. На КТ убедительных данных за наличие инсульта нет, скорее всего это транзиторная ишемическая атака, которая проявляется как инсульт, но при этом разрушения вещества головного мозга нет и происходит достаточно быстрое восстановление. Есть признаки поражения мелких сосудов головного мозга, повышение внутричерепного давления, от этого и проблемы.